Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы будем работать с полями ввода. Научимся получать и использовать их в JavaScript. Когда я говорю про поле ввода, я имею в виду вот такой input в нашей HTML-странице. Визуально на сайте он выглядит вот так. Первое, с чего мы начнем, мы научимся получать данные из поля ввода. Например, мы хотим получить данные именно из этого поля ввода. Я буду показывать на примере живого кода, поэтому сразу сделаем мини-задачу. Мы не просто будем получать данные из input, а будем при клике на кнопку выводить в консоль то, что пользователь ввел в это поле ввода. Для этого я подключу все HTML-теги, которые потребуются мне в задаче. Также создам функцию и свяжу ее с кнопкой. И после этих стандартных действий начнем уже свою работу с полем ввода. Все эти действия я уже выполнил заранее. Когда я перейду в JavaScript, я увижу, что у меня есть подключенные теги, уже созданная функция и также подключенная она к кнопке. Значит, при клике на кнопки мне нужно выводить в консоль то, что пользователь ввел в поле ввода. Это говорит мне о том, что ответ я буду писать именно в теле функции, потому что тело функции работает при клике. Создам в теле функции переменную, положу в нее наше поле ввода, наш подключенный тег inp1, и у нашего тега возьму такое свойство, как value, точка value. Теперь текст из поля ввода будет попадать в мою переменную v1. Чтобы убедиться, что все работает хорошо, я ниже законсолю нашу переменную v1. И как только я начну тестировать, то есть я введу какой-то текст сюда и нажму на кнопку, я увижу, что все работает успешно. Значит, если я хочу получить текст из поля ввода, первое, о чем я думаю, мне нужно value. Ведь именно в этом слове кроется логика получения данных из поля ввода. На прошлых уроках я говорил, что все переменные мы будем создавать в начале задачи, и что место написания переменных очень важно. Так вот, тут это тоже очень важно. Если я эту переменную создам не в теле функции, а выше, перенесу ее вверх, моя логика работать уже не будет. Ну, то есть я напишу сейчас что-то еще в наше поле ввода, кликну, и видите, при клике у нас уже пустота, то есть ничего не происходит. Последовательность невероятно важна в программировании. Сейчас я объясню, почему так происходит, почему оно не работает, если переменную создаем не в теле функции. Но это может показаться вам очень сложным. Если вы не поймете, то ничего страшного. Я про этот момент буду неоднократно говорить. И на каком-то уроке вы сможете понять, как и почему так происходит. Также хочу добавить, что мы изучаем программирование. И цель этого курса не только понять, как им пользоваться, но и научить вас логике. Ведь если вы поймете логику происходящего, то это уже 75% всего программирования. Значит, почему так происходит? Если я создам переменную выше за функцией, именно вот этим действием говорю следующее. Создай переменную v1 и в этот же момент времени получи данные из поля ввода. То есть этой строчкой я получаю данные из поля ввода не тогда, когда нам нужно, а сразу, в момент открытия браузера. Я еще не успел ничего написать в наше поле ввода, и оно пустое. Получается, я эту пустоту присваиваю в переменную v1. Делаю это при старте страницы. До этого момента времени пользователь еще ничего не успел ввести в наше поле ввода. И когда я введу сюда какой-либо текст и нажму на кнопку,
Я получу не тот текст, который пользователь ввел в наше поле ввода, а тот текст, который был с самого начала, а в этом поле ввода ничего не было. Поэтому эту пустоту я и вижу. Но если я перенесу эту переменную в тело функции, это уже будет работать иначе. Теперь мы берем данные не сразу из поля ввода, а только тогда, когда кликаем. То есть тогда, когда пользователь уже хоть что-то успел написать в наше поле ввода и нажал на кнопку. Все отличие заключается в том, в какой момент времени я беру данные из поля ввода. Если я беру их в момент клика, то к этому моменту пользователь уже точно успел что-либо написать в наше поле ввода. И эти данные я смогу получить. Но если я буду получать эти данные в момент открытия страницы, я получу их слишком рано. Ведь пользователь еще ничего не успел написать, а я уже пытаюсь забрать данные с этого поля ввода. Что вам запомнить? Когда работаем с полями ввода, то всегда получаем их в теле функции, или другими словами, в момент клика, только после того, когда пользователь успел что-то ввести в наше поле ввода. Вернемся к нашей задаче. Немножечко изменим ее, и теперь давайте сделаем следующее. Когда я вписываю сюда какой-либо текст, при клике выводить этот текст вот сюда. Для этого я заранее также подключил наш out1. Out1 в HTML это вот такой спан, куда именно я буду выводить имя. Ответ этому буду писать также в теле функции, потому что именно при клике оно должно работать. И здесь. Значит, при клике я возьму наш спан, это out1, возьму его текст и скажу, что я буду тебя перезаписывать на переменную v1. Переменная v1 в себе содержит как раз те данные, которые пользователь ввел в поле ввода. И уже при такой конструкции, когда я введу сюда какое-либо имя, Роберт, и нажму на кнопку, я увижу, что мы забрали как раз наши данные из поля ввода. Если поменяем имя, введем Алекс и кликнем еще раз, все точно так же будет работать успешно. Чтобы все закрепить, сделаем еще одну задачку. Я перейду в HTML и сниму комментарий с еще одного фрагмента нашего кода. Тут, видите, точно так же я заранее создал какую-либо верстку, и здесь мы будем выполнять другую задачу. А именно, я буду вводить сюда какой-либо текст сообщения и при клике на кнопку добавлять его вот сюда, ниже. Визуально в HTML это я буду добавлять его в наш дивчик out2. Первым делом для решения этой задачи мне нужно подумать, какие HTML-теги мне вообще потребуются для решения. Попробуйте ответить на это сами, я подожду. И нам нужно три тега. Первый – это input, то есть то поле ввода, куда я буду вводить наше новое сообщение. Второй тег – это кнопка, ведь именно при клике на этой кнопке мы будем добавлять текст ниже. И третье, нам нужен этот div out2, потому что именно в этот div мы будем делать отображение текста. Как только мы поняли, какие теги нам нужны, можно переходить к их подключению в JavaScript. Для этого перейду в скрипт, создам три переменных, в которых уже подключил заранее все наши классы. Также можно сразу же связать нашу функцию с кнопкой. Для этого скопирую функцию и подключение с прошлой задачи, но переименую функцию и скажу, что я присваиваю эту функцию именно к кнопке 2. Тело можно удалить. Для начала первым делом получим наш текст, который ввел пользователь в поле ввода. Для этого я сделаю переменную v2 и скажу следующее. Возьми input
А у инпута возьми именно свойство value, ведь именно value отвечает за то, какой текст у нас вписан в поле ввода. Теперь нам нужно этот текст добавить ниже, в наш div. Для этого я напишу название дива, куда мы будем присваивать наш текст, и скажу: перезапиши текст дива на старый текст плюс новое значение. При таком действии визуально у нас уже будет добавляться текст ниже, но пока что отображение не такое эффективное, как нам хотелось бы. Мне бы хотелось сделать его более привлекательным, но для этого нужно немножко усложнить написание, а именно положить наш текст в отдельный тег. То есть сейчас мы сделаем следующее. При клике на кнопку мы будем не просто брать этот текст из поля ввода и отображать его ниже, а еще и создавать параграф. То есть мы при клике создадим тег p, в него положим текст из поля ввода и сделаем так, чтобы он отображался ниже. Чтобы это сделать, мне нужно добавить вот сюда немножечко кода. А именно, сделать строку, сделать в строке параграф, вот так вот, и между параграфами положить нашу переменную v2. Ну, то есть положить тот текст, который ввел пользователь. Этим действием я делаю склеивание строк. Если рассматривать это подробнее, то давайте ниже представим, что я в поле ввода ввел текст Alex, и вот вся вот эта запись работает как обычное склеивание строк. Ну, то есть строчка p плюс строчка Alex будет p-Alex. Дальше p-Alex плюс закрывающий p будет p-Alex p. В итоге при клике на кнопку у нас все вот это выражение будет равняться вот такой конструкции. Это, кстати, мы можем заметить уже более сложное склеивание строк. Ну, то есть мы делаем так, чтобы левое выражение склеилось с правым. И заранее продумываем его таким образом, чтобы оно в итоге создавало нам аж целый физический тег. В такой записи, когда я напишу сюда какой-либо текст и нажму на кнопку, у нас уже будет добавляться этот элемент, и он будет добавляться как целый параграф. Видите? Прям в верстке есть параграф. Нажму еще пару раз, будет еще пару пешек. В такой конструкции при клике стало лучше, но еще не так, как нам нужно. Не хватает стилей. И если мне нужно это сделать, то я добавлю класс. Как я это сделаю? Вот сюда, вот тут вот, в открывающем теге добавлю слово класс и присвою ему следующее. У меня заранее в CSS уже создан класс. Вот он. Я скопирую это название, вернусь в JavaScript и вот сюда вставлю его. В такой конструкции, когда я буду склеивать вот это выражение, у меня получится уже вот такой параграф. Параграф, у которого есть заранее мною тоже созданный класс. Когда я введу какой-либо текст и нажму на кнопку, вот теперь визуальное отображение соответствует тому, что нам нужно. Он будет с нужным текстом и нужным классом. Под конец уточню, чтобы вы использовали здесь разные кавычки. Если я открыл одинарными, то одинарными я и буду закрывать. И внутри использую именно другие кавычки, то есть двойные. Если вы вдруг здесь напишете одинарную кавычку, это уже будет ошибка, работать это не будет. Поэтому будьте очень внимательны в том, какие кавычки вы используете. На этом все. С вами был Banana Master, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда в описании под видео.